Друзья мои, мы много говорили о героях, смотревшим смерти и свинцу в глаза. Я помню мост, сражение над рекою, бойцов, склонившихся над раненой сестрою. Я вам о ней хочу сегодня рассказать. Как описать ее? Обычная такая, лишь глаз запомнилась голубизна. Веселая, спокойная, простая, как ветер в жаркий день являлась к нам она. Взглянули б на нее, сказали бы: девчонка, такой на фронт, ну что вы, убежит. И вот грохочет бой, и мчатся пули звонко, и от разрыва воздух дребезжит. Усталая, в крови, в разорванной шинели, она идет сквозь черный дым свинца. Огонь и смерть проносится над нею, страх за нее врывается в сердца бойцов, привыкших храбро биться. Она идет сквозь черную грозу и шепчет раненый: «Сестра моя, сестричка, побереги я доползу». Но не боится девушка снарядов, уверенной и смелой рукой поддержит, вынесет бойца и рада. Отдохнет чуть-чуть и снова в бой. Откуда в маленькой, скажите, эта сила? Откуда смелость в ней? Скажите мне, друзья, какая мать такую дочь взрастила? Ее взрастила Родина моя. На том мосту сразил ее осколок, чуть вздрогнула она, тихонько прилегла, к ней подошли бойцы, она сказала слово, улыбнулась нам и умерла. Имени ее узнать мы не успели, лишь взгляд запомнился, светившийся во мгле. Усталая, в крови, в разорванной шинели, она лежит в воронежской земле. Мне болью давит грудь, печаль моя безмерна. Огонь горит в груди моей, ведь тот народ велик, и та страна бессмертна, которая таких рождает дочерей. Посредине планеты, в громе туч грозовых, смотрят мертвые небо, веря в мудрость живых. Павшие умели побеждать, живые обязаны помнить. Я Колзакова Мария Денисовна, участница Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. Прошла свой боевой путь пешком и по-пластунски по территории России, Украины, Польши, Германии, Чехословакии. Дважды ранена, контужена, заживо похоронена 19 декабря 1942 года при освобождении города Воронеж. Боевой путь мой прошел все время на переднем крае. Я была санинструктором 303-й дивизии Сибирского добровольческой дивизии. 41 год, 22 июня, ровно в 12 часов дня, первый выпуск средней школы 126. И здесь по радио объявил министр иностранных дел Молотов Вячеслав, что Германия напала на Советский Союз без объявления войны. Первый выпуск сразу засуетились. Вместо бала пришлось нам организовать сборы, комсомол весь собрался, и решили, что всем классом добровольно пойдем на фронт. И нас распределили всех в роты по батальонам и обучали длительное время военному времени, искусству. В связи с обстановкой Родина была в опасности, необходимо было ее защитить. И вот потом пришло время идти на фронт.
Вообще был у нас приказ такой: раненого окажите помощь первую, и потом вместе с оружием его вынесите с поля боя, а без оружия не таскайте. И мы всегда старались, оружие вешали на шею, а раненого тащили на плечо, вот так повесили, и так-то и шли пешком, когда кто-то мог идти, а который не мог, на плащ-палатку волокли его. Санитарная сумка всегда у нас в запасе, полная сумка, перевязочный пакет и специальные для ранения в закрытом виде, стерильные. Вот. Потом инструмент, пинцет, там, возьми, ножницы, ножичек. Безопасные места там полно, потому что и окопы, и траншеи, и ячейки, и от бомбы воронки, которые уже знаешь, что туда больше не попадет вторичный расстрел, вот туда затаскивали. А потом эти носильщики забирали и отправляли в Санбат. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. На Дуклинском перевале 18 сентября меня ранило в правое плечо с повреждением надкостницы. Там были очень большие бои, Карпаты, лес, все это неудобство. Раненых вытаскивали с боем, и одна даже помогала мне Лиза Маркова, потому что очень трудно их тащить по горе. Бои шли тяжелые, много было раненых, много было убитых.
А там посмотрели, что очень много народу, и вдруг бежит разведчик, кричит: «Не стреляйте! Победа! Война закончилась!» Ну, тут у каждого свои эмоции были. Кто плачет, кто радуется, кто танцует. Ну, в общем, разные были эмоции. И медаль за боевые заслуги тоже за вынос с поля боя раненых. И раненых было очень много. Мы их почти не считали иногда, некогда было считать. А потом получила я орден Отечественной войны первой степени. А потом война закончилась, медаль за Прагу освобождения. И я получила от чехословацкого правительства медаль за Дуклинский перевал. Я как солдат, как мать миролюбивой армии в мире, в тяжелой борьбе, победившая фашизм и давшая миру мир, хочу всему народу планеты и, главное, своей дорогой России. Пусть придут сады на полигоны, пусть в мирных домнах плавится руда, и пусть войны тяжелые погоны не давит плечи людям никогда. Я в это верю. Нет такой причины, чтоб смерть грозила с каждой стороны. Не для войны рождаются мужчины, а для того, чтобы не было войны. Суров наш век. Мы родились в 20-м. Нам нужен мир, а не земля в золе. Да здравствует великий, добрый атом и счастье человека на земле. Желаю всему народу мирного неба, спокойной ночи, ясного рассвета, солнечного трудового дня и долгой-долгой красивой судьбы, чтобы эта судьба была судьбой нашей великой Родины, судьбой вашего домашнего очага. Живите долго, не болейте, не старейте и не состарьтесь. Помните, что было, берегите, что есть. И радуйтесь каждому прожитому дню, маленькому подарку жизни, судьбы и Бога.